Хоккайдское лето короткое, и с наступлением теплых солнечных дней нам захотелось развеяться и уехать подальше от городской суеты, от грустных мыслей и погрузиться в аутентичность деревенского вайба. Но чтобы это было не просто уединение и общение с природой, а настоящий деревенский уют с нотками европейского антуража. Поэтому мы направились в сторону города Асахикава в место под названием Уэно Фарм. Акикава-Сити. Объясняю хоккайдский колорит. Вон там мужик в футболочке идет. Вот. Здесь лето. А вон там зима. Тубзон-чек очередной. Здесь мужской, женский и для инвалидов. Вон там smoking area. Парковка такая. Можно тут с собаками, кстати, вон тетка с собаками пописали, покакали, она все убрала. На байках очень много приезжает на Хоккайдо отдыхать с Хонсю. Очень много. Так, ну вот мы приехали в Уэно Фарм. Есть парк Уэно в Токио, а на Хоккайдо есть Уэно Ферма. Парковка бесплатная и огромная. То есть она начинается вот отсюда, и там еще за елками довольно-таки большая территория. Сразу вот здесь на территории есть туалеты. Вот это туалет, и руки можно помыть, в туалет сходить, тут кабиночки. Билетики, значит, вот она для взрослых 1000 йен, чогакусей, ученики средней школы 500 йен и 800 йен. А это групповое 800 йен. И там вон петухи поют. Цветочная ферма Уэно, не путать с токийским парком Уэно, находится в районе Нагаяма города Асахикава. Одни приезжают сюда отдохнуть на природе, другие полакомиться свежими фермерскими вкусностями, третьи для свиданий, четвертые для фотосессий, а в целом, чтобы просто насладиться солнышком, свежим воздухом и богатым обилием пышной и ухоженной растительности. Ведь сезон ханами продолжается, и это не только любование одной лишь сакурой, но и другими цветами тоже. Содовая, значит, с мороженым. И там даже вон клубника и блубери. Как в деревню к бабушке приехал. Декор из цветочков. А здесь петушки гуляют. И, кстати, вот они никуда не убегают, они просто щиплют травку вот здесь. Не мешаются, ничего. То есть там вон кафешка, а здесь петушки. Раз, два, три, четыре, пять петухов. А вон там еще 6-7. Петушинное кафе. Есть же кафешка с этими, с кошками и с собаками, а тут вот петушинное кафе. Вон картошка, рассада, в общем говоря, продается, и все для садового участка.
Здорово. И там полностью магазин тоже. А, ну вот здесь еще домой даже можно купить вот эти цветочки для дома. Декоративные. Так все аккуратненько прям написано. Подписано, какой цветок, какой вид. Кактусы какие классные. Изначально территория фермы была обычным частным рисовым полем, но с 1983 года владельцы решили привнести новшества и занялись садоводством. Сначала это было просто сезонное высаживание цветов, а с 2001 года площадь сада заметно увеличилась и стала доступна для бесплатного свободного посещения. Скворечник. Летний и зимний. Название цветов, которые высаживаются вот на этой территории. Количество посетителей заметно росло, сад расширялся и требовал модернизации. В связи с этим один из владельцев фермы отправился в Англию для повышения квалификации в области ведения садоводства и огородничества. По возвращении территория была полностью реконструирована, превратившись в цветочную ферму Уэну. На участке был открыт магазин для продажи новых видов саженцев, сезонных трав и растений, а в 2008 году старый сарай переоборудовали в кафе, чтобы гости и туристы могли отдыхать в саду еще более гой-юккури, то есть неторопливо. Лаунж-зона такая. Сейчас ферму Уэну можно посещать в любое время года и наслаждаться ее видами. Она располагается на возвышенности и разбита на 9 небольших палисадников. Японцы прям любят приехать и пофотографировать. Самый главный и, пожалуй, самый большой из всех палисадников – это холм Щатеки, которая ранее использовалась как тренировочная площадка для стрельбы, но после преобразования с него открываются потрясающие виды на деревенскую местность, окруженную аккуратными рисовыми полями среди заснеженных гор. Щатеки Маунтин. Пойдем на гору. Здесь можно ходить и любоваться разными видами насаждений. И все к этому предусмотрено. То есть дорожечки, все выложено аккуратно. Ну, круто. О, там уже кто-то чилит на горе, на возвышенности. Вот японцы приезжают просто почилить вот на природе. Я уже не в том возрасте. Обычно подходят пары, и кто уже в отношениях, загадывают желание, чтобы отношения сложились удачно. Что вот этих два хранителя вот этой вот возвышенности типа помогают. Ландшафтный дизайн фермы Уэну представляет собой самостоятельное направление классического английского стиля с точечными вкраплениями пейзажных образов японских персонажей, которые практически незаметны и неплохо гармонируют между собой, подчеркивая пышную красоту хоккайдской природы. Гномиковый какой-то садик для гномиков.
и через 45 метров ロシア語でもグノミックっていうの？ гномик, да. すごいね。 Спустившись с холма по тропинкам сквозь аккуратную дикую траву, через волшебную дверь попадаешь в сказочный гномосад, где вместе с посетителями на релаксе чилят маленькие гномики. У фермы даже сложилась своя собственная гномолегенда, что днем они якобы отдыхают, а ночью к ним прилетает маленькая фея и помогает обустраивать сад. Тут гномий садик, класс. Тут все в тюльпанах, как клумба, и там вон пруд такой, здорово. Все приезжают парами, молодых очень много пар. И чисто вот романтично же с девушкой приехать, раз, и все, или с парнем. Но здесь больше как бы на девушек рассчитано, потому что девчонки все любят цветочки, вот такое вот, чтобы спокойно было, свежим воздухом подышать, не просто куда-то в ресторан ее сводить, чтобы она нажралась, и все. А нужно вот так вот, чтобы приехал на солнышке, почилил, полюбовался красотой, вот. Я считаю, что японцы правильно вот обрабатывают свое население и романтизируют каждый участочек, каждый клочочек своей земли, чтобы было просто приятно ходить, приятно наслаждаться. Классно, молодцы. Ну, здесь, конечно, плиточкой вот этой ничего не выложено, тут просто задумка такая, что вот эти вот все участочки, они просто как насажены такими кольцами и насыпь дорожек из обычной мелкой гальки измельченной. Ну, классно. Ну, здесь вот на каждом, считай, участочке, там прошел, здесь прошел, лежаки есть, можно лечь, полежать. Че, ляжешь? Ну, ложись, ложись. Все насаждения в Японии высаживаются не просто так. В стране существует собственный язык цветов, который называется хана-котоба. Хана – цветок, котоба – язык, речь. Каждое сезонное насаждение определенного вида цветка в парках или на цветочных фермах несет свою символику. Так, например, желтая хризантема является главным цветком в Японии. Она названа именем светила, от которого, по легенде, ведет свою историю японский народ, и одновременно символизирует и подарок богов, и является императорским цветком, несущим величественность и элегантность. Япония ассоциируется в первую очередь с цветами сакуры, но несмотря на то, что в стране нет установленного законодательством символического цветка или герба, национальным цветком все же является императорская хризантема. Ее эмблему можно увидеть на обложке японского паспорта, на некоторых монетах, на национальных одеждах и на дверях японских дипломатических представительств. Лотос является буддийским символом чистоты, непорочности и целомудрия. Маргаритка несет надежду. Ирисы сообщают радостные новости. Георгин обозначает хороший вкус. Красные гвоздики говорят о любви и традиционно дарятся на День матери. Лаванда – это верность и преданность. Красные розы символизируют романтику и влюбленность, белые – непорочность и тишину, а желтые – ревность и подозрительную зависть. Колокольчик – это цветок признательности и благодарности, а красный тюльпан – слава, милосердие, благотворительность и доверие. Список бесконечен, и его невозможно перечислить весь, но это очень интересно. Я обожаю такие места, вообще просто супер. Это ходишь и релаксируешь, не знаю, просто на свежем воздухе, природа, свежий воздух, класс, вот просто класс. Я, наверное, все видео буду говорить, что мне такие места нравятся, что я обожаю такие места, здоровско. А здесь у нас что?
какие тут тюльпаны. Японцы практически не дарят букеты цветов без особой на то причины, кроме свадьбы и похорон. А те, которые заморачиваются, их слишком мало. И зачастую подобный жест расценивается всего лишь как требование этикета и не более. В японской культуре считается, что живые цветы недолговечны, и дарить букеты кощунственно. Их скоротечной красотой нужно лишь восхищаться. Поэтому здесь больше приветствуются декоративные цветочки в горшках, за которыми можно будет и ухаживать, и любоваться одновременно. Однако в этом тоже есть свои тонкости. Дарение цветка в горшке означает желание пустить корни или укорениться. Смысл двоякий, и каждый его воспринимает по-своему. Но если японец все-таки и решит преподнести своей даме цветы, то, скорее всего, это будет какое-то красивое цветочное место, поле, холм или романтический сад, где можно будет и волшебно провести время, и цветы оставить в целости и сохранности. Петухи уже откукарекали. Пойдем мороженое купим. А, вон меню. О, тут тоже такая чаша красивая. Класс. Разные онигири, а одна штука 200 йен. Органик минестроне. Органик минестроне. Давай попробуем минестроне. О, тут со сладкой картошки даже чипсы есть. Вот это вот, кстати, вкусное должно быть. Вот это. Внутри можно сидеть. Наверху можно сидеть. Там зал. И на улице можно сидеть. Тут сразу вот сидишь и смотришь, любуешься на цветочки. Сейчас зазвонит звоночек, и можно будет покушать. Ты еще взяла картошку? Да. Сацумайму. В общем говоря, картошка фри, сладкая картошка фри и минестроне взяли. О, иди. О, кстати, все такое эко, деревянные разносики вот здесь вот, такие же салфетки, вот тоненькие такие бумажные салфеточки и даже деревянная ложка пластиковая. Из пластика тут что? Тут только вот эта вот крышка, наверное, и все. А так вот все прям эко-эко, эко, экологично, практично. В принципе, неплохо. Вкусненько. Мы перекусили. Сейчас поедем смотреть на автобус Тоторо. Кто смотрел мультик Тоторо, тот поймет. Пойдем? Батарейка садится. Это не эти? Там кто-то кофту забыл. Вот на этих похоже. Давай у них спросим. Сеймасен. Две девушки сидели с ребенком. Покушали, попили, ушли, кофту забыли. Мы еще смотрим, они, не они. Решили на всякий случай спросить. Спросили, точно их кофта. У меня уже вон телефон опять на подзарядке. Микрофона нет. Мы сейчас поедем на обратном пути смотреть Тоторо Бас. Так, мы приехали еще на одно место. Называется Тоторо Тоге. Тоге это гора, а Тоторо это вот тот вот маленький автобусик. Сейчас мы пойдем его посмотрим. Но это такая панорамная площадочка. Ну, тут классно, прям вид такой шикарный открывается. На поля, все в воде. Посадки риса идут полным ходом. Считай, вот это вот, которые рядом с Асахикава города, деревни, села находятся, они все посадками риса занимаются.
пацаны молодые с девчонками тоже приехали поностальгировать по мультику Тоторо. Я хочу пойти посмотреть. Ну-ка, подожди-ка. Ой, здесь вон Тоторо. Оно уже вросло. トトロじゃないし。 Вон Тоторо вросло. А там что-то такое торчит. Ну, вот он, этот Тоторо Баса. А внутри что, тоже Тоторо? Там он этой доской забили, вон, чтобы никто не залазил внутрь. Ну, тут Тоторо тоже врос прям в землю. Класс. Здесь вот эта обзорная площадка. Кстати, вот она закрывается, она до скольки-то работает. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, туалет не работает, вон написано. До скольки она работает, непонятно. Туалет должен быть вот здесь, но, наверное, он временно как-то не работает. В конце мая откроется или что, непонятно. Но туалет закрытый. Ну вот это вот место, это вот чисто для инстаграмной фотки. Приехал, сделал фотку вот на фоне Хоккайдских гор и все, и уехал. Ну еще сверху посмотрел на поля и все. Новое меню. Можно заказать по планшету и панель встроенная. Кстати, японцы вот эти вот роллы, вот такие вот, они их не едят. У них, если суси, значит, это вот это рыба и рисовый колобок. А вот эти майонезные роллы у них не приветствуются, скажем так. Они, в принципе, в меню есть, но у них обычно вот что в меню? Вот это мисо-сиро, тут мисо, да, жареная картошка. Ну вот здесь вот эти жирные, конечно, вот эти вот караги с лимоном, кусочки курицы, они есть. Остальное, а вот такояки. Ну, короче говоря, вот все есть, кроме вот этих роллов. То есть эти роллы, там может быть 1-2 штуки на все меню. Обычно идет рыба. Если суши, значит рыба и рисовый колобок. Мне нравится вот такая вот, чуть-чуть обжаренная сверху. Хотате, господи, хотате гребешок, тоже такой же обжаренный, я уже съела, он вкусный. Ну и вот, что тут можно, рамен заказать, удон, потом что вот еще, картошка, вот здесь вот есть, вот это чавамуси. Ну и салат, вон, конбата. Это типа как, господи, эдамаме, кукуруза. Эдамаме — это фасоль зеленая и пережаренная в масле. Ну типа салат, не салат, ну такое вот блюдо. Ну остальное вот здесь вот сладости уже тут, десерты, то есть.